Почти у каждой игры во время загрузки нового уровня или между переходом локаций появляются подсказки, советы и фишки. Они созданы, чтобы хоть как-то развлечь игроков, ведь иногда они могут быть действительно долгими. Разработчики Майнкрафта решили сделать точно так же. Они добавили разные советы во время загрузки миров, и их действительно очень много. Настолько, что я записал целых 18 минут этих бесполезных советов. К слову, практически все применимы до Java игры. Почему они бесполезны, это сложно описать. Лучше посмотрите сами, но перед этим поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Также залетайте в телеграм-канал. Приятного просмотра! Вы можете изменить внешний вид своего персонажа с помощью скинпака из рынка. Выберите рынок в главном меню, чтобы посмотреть, что там есть. Железные големы будут сражаться за вас. Измените настройки яркости, чтобы сделать игру ярче или темнее. Если установить сложность игры на мирную, здоровье будет автоматически восстанавливаться, а ночью не будут появляться враждебные монстры. Накормите волка костью, чтобы приручить его. После этого вы можете заставить его сидеть или следовать за вами. Если надеть на голову тыкву, эндермены не смогут напасть на вас. Сон в кровати во время ночи ускоряет игру, и наступает рассвет. Но чтобы такое произошло, в мультиплеере в кроватях должны спать все игроки в одно и то же время. Забавно, как время ускоряется только для пропуска ночи, но вот печка застывает в одном и том же состоянии. Собирайте пищу со свиней, коров, овец, кроликов и кур. Готовьте и ешьте их, чтобы восстановить здоровье. Собирайте кожу с коров и используйте ее для изготовления доспехов и книг. Если у вас есть пустое ведро, вы можете наполнить его водой, лавой или молоком от коровы. С помощью мотыги подготовьте участок земли под посадку. Пауки не будут нападать на вас днем, если только вы не нападете на них. Если кормить животное, оно не будет деспауниться. Постройте загон, чтобы обезопасить животных. Вот если честно, не понял я насчет момента про кормление животных. Каким образом это работает? Или я уже что-то путаю? Употребление приготовленной пищи снижает чувство голода лучше, чем употребление сырой пищи. Создавайте факелы, чтобы осветить темные участки. В темноте таятся монстры. Добирайтесь до места назначения быстрее с помощью вагонеток и рельс. С этим бы я поспорил. Быстрее всего добираться как раз при помощи лодок и синего льда. Посадите несколько саженцев, и они вырастут в деревья. Зомби-пиглины не будут нападать на вас, когда вы экипированы в золотую броню. Если только вы не атакуете их первыми или не откроете сундуки в бастионах. Вы можете изменить точку респауна в игре и пропустить ночь, поспав в кровати. Попадите огненными шарами в Гаста. Построив портал, вы сможете отправиться в другое измерение. Незер. Отличная подсказка, самая лучшая, которую я вообще когда-либо слышал. Как построить портал, из каких блоков, этого мы не узнаем. Используйте правильный инструмент для работы. Копать землю лопатой гораздо быстрее, чем киркой. Если не удается найти обычный уголь для факелов, всегда можно сделать древесный из блоков дерева в печи. Копать под себя не самая лучшая идея. Костная мука, изготовленная из кости скелета, может быть использована в качестве удобрения. Она заставит расти культуры быстрее. В этот раз все отлично. Они даже уточнили, из чего ее можно получить. Обсидиан образуется при попадании воды на источник лавы. Если удалить источник воды или лавы, то это полностью остановит поток жидкости. Булыжник устойчив к огненным шарам Гаста. Это делает его полезным для охраны порталов. Блоки, которые можно использовать в качестве источника света, растапливают снег и лед. К ним относятся факелы, светокамень и светильник Джека. Соблюдайте осторожность при возведении конструкции из шерсти на открытом воздухе, так как молния во время грозы может поджечь шерсть. Странный совет, с учетом того, что огонь от взрыва грозы может поджечь не только шерсть, но и другие блоки. Одно ведро лавы может быть использовано в печи для выплавки 100 предметов. Инструмент, на котором играет нотный блок, зависит от материала, находящегося под ним. Тоже очень полезный в кавычках совет. Никто не объясняет, какие блоки нужно использовать, чтобы получить тот или иной инструмент. Зомби и скелеты могут пережить дневной свет, если они находятся в воде или в шлеме, а также если будут находиться под блоком, условно даже под деревом. Про это забыли написать. Если напасть на волка, то все волки, находящиеся в непосредственной близости, станут враждебными и нападут на вас. Этот признак также присущий зомби-пиглинам. Волки и железные големы не будут атаковать криперов. Все это связано с тем, что криперы могут взорваться после одного удара и разрушить постройку игрока. Куры откладывают яйца каждые 5-10 минут. Обсидиан можно добывать только алмазной киркой. Криперы – самый легкодоступный источник пороха. Если поставить два сундука рядом друг с другом, получится один большой сундук. Прирученные волки показывают свое здоровье по положению хвоста. Кормите их мясом, чтобы их вылечить. Различные цветные красители можно получить из множества материалов. Например, поместите кактус в печь, чтобы получить зеленый краситель. Некоторые животные будут следовать за вами, если у вас в руках пшеница, а некоторые, если в руках будут семена пшеницы
огурцы, свекла или морковь. Про это упомянуть забыли. Музыку для Minecraft написал C418. Уже не совсем актуально, ибо музыку также написали Лейна Рейн, Кумита Ниока, Сэмюэль Обер, Карен Шеров и Гаррет Кокер. Со временем будут выпущены обновления для этой игры. Практически каждый год выходит новое обновление Майнкрафта, так что не соврали. У Mojang больше наград, чем сотрудников. Ну, тут, наверное, комментарий излишний, я так полагаю. Некоторые известные люди играют в Майнкрафт. Скорее всего, тут отсылка на канадского диджея и музыкального продюсера Deadmau5, у которого даже есть особый скин с ушками. Но поверьте мне, есть множество других популярных личностей. Не смотрите прямо на жуков. Это дословный перевод, конечно же. В оригинале говорится про баги, которые присутствуют в игре еще с самого начала разработки. Криперы появились на свет благодаря ошибке. Мне кажется, уже все знают, что изначально Ночь планировал добавить свиней, но по чистой случайности перепутал оси и создал крипера. Это курица или утка? Очень древний мем о том, что курицы в Майнкрафте не похожи на куриц, ведь их клюв очень похож на клюв утки. В один момент Ночь даже сказал, что заменил куриц на уток, чем вызвал негодование. Джеб позже сказал, что это всего лишь шутка. С того момента Ночь в списке изменений всегда называл их то курицами, то утками, то еще кем угодно. Были ли вы на выставке Майнкон? К сожалению, я никогда не был, но очень мечтаю попасть на нее, если такова и еще когда-либо будет. Никто в Mojang никогда не видел лицо Джангбоя. Джангбой, он же Маркус Тайвонен, когда-то занимал должность 3D-художника в Mojang. Именно он нарисовал тот самый логотип для Майнкрафта. Непонятно почему, но он скрывает свою внешность. На данный момент он занимает должность креативного директора по бренду Майнкрафта. Знаете ли вы, что существует Майнкрафт Вики? К слову, да, существует как бы полуофициальный вики по Майнкрафту. Долгий период времени, примерно 10 лет, Mojang считали ее официальной, даже контракт заключили, но Microsoft решила, что это плохая идея и, скажем так, отозвала лицензию. Затем есть целых 6 фактов, которые рассказывают, в каком году и где именно проводили Майнконы, за исключением Майнкона в 2014 году, ведь, как написано, никто уже не помнит, где проходил Майнкон 2014. Все из-за того, что он и не состоялся, его должны были проводить где-то в Европе, но от идеи почему-то отказались. Всегда предполагайте, что слухи ложные, а не думайте, что они правдивые. Первая версия Майнкрафта была создана всего за 6 дней. Это правда, я даже сделал первую часть ретроспектива на эту тему, советую посмотреть, ссылка в описании. Язык эндерменов — это фактически английский язык в обратном направлении. Первоначальное название Майнкрафт — Cave Game, об этом я тоже рассказывал в ретроспективе. Свиньи, в которых попала молния, становятся зомби-пиглинами. Эндермены ненавидят купаться. Если кто не понял, то эти мобы ненавидят воду и всячески ее избегают, и можно нанести урон при помощи взрывного зелья с водой. Иногда железные големы дарят цветы деревенским детям. Это отсылка до аниме «Стальной гигант», там голем точно так же дарил детям цветок. Паучий наездник — это редкое явление, когда паука оседлал скелет. Прохождение одного блока в Незере равносильно прохождению 8 блоков в Верхнем мире. В печи можно пережарить 20 предметов, используя в качестве топлива блок сушеной ламинарии. Оцелоты показывают криперам, кто в доме хозяин. Да, начиная с версии 1.13 кошки начали почему-то отпугивать фантомов и не обращать внимания на криперов. Детеныши черепах по мере роста сбрасывают чешуйки, которые можно использовать для изготовления черепашьих панцирей. Используйте морскую траву для приманивания и размножения морских черепах. Защищайте черепашек от враждебных мобов. Да, если вы не в курсе, то к ним враждебно настроены кошки. Приготовьте зелье для дыхания под водой, чтобы исследовать подводный мир. Дельфины могут привести вас к затонувшим кораблям и подводным руинам. Покормите их треской и плывите за ними. С помощью ножниц можно вырезать тыкву. Используйте мембраны фантома для восстановления элитр. Существует 3587 видов тропических рыб. Это касается только мира Майнкрафта, но в теории их доступно меньше, ведь некоторые нельзя получить без помощи команд. Морские огурцы можно переплавить в лаймовый краситель. Используйте снопы сена для размножения лам. Компасы всегда указывают на место спавна. Создайте такой компас, чтобы найти свой путь. Замечу, что написано во множественном числе. Этот совет нужно исправить, ведь с версии 1.19 у нас появился еще один вид компаса – возвратный, который будет указывать на место гибели. Торгуйте с крестьянами, чтобы получить еду, инструменты и даже карты клада. Если честно, я не совсем понял, что имелось в виду. У нас есть два вида карт – карта клада и карта исследователя. Карту клада мы можем найти только в затонувших кораблях, поэтому разработчики опять что-то намудрили. Знаете ли вы, что карту можно держать в отдельной руке? Ватки можно использовать на лодках. Да, такое возможно и такое существует пока только на Bedrock издании Майнкрафта. Это обидно, я знаю, но хотелось бы такое получить и в Java. Чтобы безопасно ходить по блокам магмы, крадитесь или надевайте ботинки с чарами ледоход. Собирать паутину можно с помощью ножниц. Прежде чем добывать алмазы, редстоун или золото, убедитесь, что вы используете железную или алмазную кирку, иначе руда не будет добываться. Золото более
более распространено в биомах Мессы и Незера. Элитры можно использовать для полета, найти их можно на кораблях города Карая. Испытайте новые возможности, включив опцию экспериментальный геймплей. Трезубцы можно держать в руках или бросать, они выпадают с утопленников. Монстры, убитые стрелами скелетов, имеют шанс дропнуть музыкальные диски. Думаю, вы уже сами уловили суть проблемы. Разработчики не уточняют, о ком идет речь. Они обобщают, говоря монстры, еще и во множественном числе, хотя к пластинке выпадает только скриперов. Такие люди, как вы, создают контент для рынка. К слову, это правда. Каждый желающий может официально стать партнером, загружать свои творения и получать за это настоящие деньги. Знаете ли вы, что некоторые создатели зарабатывают на жизнь, используя контент, размещенный на Marketplace? Это дополняет предыдущий интересный факт. Вы можете найти скины, чтобы улучшить свой игровой опыт или использовать свой собственный на некоторых платформах. Имеется в виду, что вы можете купить уникальные модели скинов на рынке или загрузить собственный стандартный скин, но на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch такого способа нет. Там вы можете только использовать доступные скины на рынке. Пакеты текстур изменяют внешний вид блоков, предметов и даже меню в игре. Испытайте их. Загляните на рынок Майнкрафта, чтобы найти новые миры и приключения. Подайте заявку на участие в программе Marketplace Creator. Мэшап-наборы включают в себя мир, который можно исследовать, скины, текстуры и даже новую музыку. Знаете ли вы, что существует более 500 наборов на рынке, созданных сообществом, и каждую неделю добавляются новые? Присоединяйтесь к обсуждению на discord.gg/minecraft. К слову, если Minecraft Wiki не считается официальной, то вот сообщество в Дискорде как раз наоборот. Там сидят разработчики и время от времени отвечают на разные вопросы. Для приручения лошади-скелета не требуется седло. Я даже больше скажу, для приручения обычной лошади седло тоже не требуется так-то. Возможно, разработчики хотели написать управление, тогда да, седло не потребуется. Диорит можно либо любить, либо ненавидеть. Поддерживаю, даже не поспоришь с этим фактом. Фантомы — это опасные мобы, которые появляются ночью. Не забывайте регулярно спать. Или можно находиться под блоком, и тогда они не будут появляться. Зомби превращаются в утопленников, если погружаются в воду. Майнкон проводится каждый год. Следите за следующим. Ну как сказать, Майнкон проводился только до 2016 года, а после него был Майнкрафт Земля, а потом Майнкон Лайв, а сейчас мы имеем Майнкрафт Лайв. Использование фейерверков увеличивает скорость элитры в воздухе. Только следите за тем, чтобы они не взорвались, иначе будет очень больно. Да, если вы скрафтите обычные фейерверки с порохом и бумагой, то ничего вам не случится. Но если это будут взрывающиеся фейерверки, то при полете игрок будет получать урон. Читают ли люди эти сообщения на самом деле? Ну, по всей видимости, от нечего делать при загрузке мира читаем, поэтому все глупости разработчиков можем тоже заметить. Бесконечные чудеса, безграничные возможности. Вот насчет первого я бы поспорил, а вот со вторым я целиком согласен. Не оставляйте летающие деревья! Это, к слову, прямо капсом написано. Отсылает к многопользовательским серверам, где люди зачастую безразлично относятся к ландшафту сервера, просто ломая деревья по одному блоку и убегая. Используйте спринт, чтобы поплавать в воде. Зачарование тигун перемещает вас по воздуху во время дождя. Безусловно, это верно, но ведь внесите хотя бы крупицу объяснений в этот совет. Откуда новички узнают, что именно нужно чаровать? Майнкон Земля — это всемирные интерактивные мероприятия с прямой трансляцией. Берите свои вещи и присоединяйтесь к вечеринке. Будьте добры к животным. Маяк — это мощный предмет, который можно изготовить только с помощью звезды Незера, который выпадает с иссушителя. Не убивайте дельфинов, изверги. К слову, хороший совет. Учтите, что дельфины будут нападать толпами на обидчика. Знаете ли вы, что звезда Незера не может быть уничтожена взрывом? Да, это правда, но вот в издании Java мы можем скинуть на нее наковальню, и она пропадет. Можем выбросить ее в огонь, лаву или даже кактус. Вот такая логика Майнкрафта. Если вы копаете над собой, то разместите факел под ногами, чтобы в случае падения гравия или песка они вас не убили. Вы можете совершать бартерные сделки с пиглинами. Используйте ножницы по пчелиному улью или гнезду, чтобы получить пчелиные соты, а бутылку, чтобы получить мед. Разведите костер под ульем или гнездом, чтобы спокойно собирать мед. Ваши пчелы будут вам благодарны. Для возрождения в Незере используйте заряженный якорь возрождения. Якорь возрождения можно зарядить с помощью светокамня. Вы можете размножать хоглинов с помощью багрового гриба, но это опасно. Да, эта затея очень опасная, это единственный враждебный моб, которого можно размножать в Майнкрафте, но отличный источник еды в Незере. С добавлением этой подсказки с экрана загрузки был удален следующий совет. Изумрудная руда — самая редкая руда в Майнкрафт, ее можно найти только в биомах экстремальных холмов. Да, действительно, раньше был такой совет про изумруды, но с версии 1.18 он был удален. Нужны алмазы, они становятся все более распространенными по мере углубления. К слову, такая же ситуация с этой подсказкой, ведь раньше она звучала по-другому. Нужны алмазы? Попробуйте добыть их на координате y равно 12. Лягушки едят маленьких и блочных мобов. Конкретики опять нет, но речь идет про маленьких слизней и магмокубов. Последние, к слову, оставляют после себя жаботцвет. Тихоня любит собирать предметы.
Если дать ему определенный предмет, он постарается собрать его побольше. Незнающий игрок может подумать, что Тихоня будет как бы брать эти предметы из воздуха и приносить нам, под предлогом, что он их где-то нашел. В реальности он будет подносить предметы, которые просто валяются на земле. Лягушки выбирают свой окрас в зависимости от температуры биома, в котором растет головастик. Головастиков можно поймать в ведра с водой. Древний город можно найти под горными биомами. Тихоня любит музыку и поэтому взаимодействует с нотными блоками. Используйте бутылку с водой на блоке земли, чтобы получить грязь. При блуждании в биоме темных глубин главное — тишина. Исследуйте строение в мире Майнкрафт, чтобы найти кузнечные шаблоны для отделки доспехов. Нужно больше шаблонов для кузнечного дела? Попробуйте скопировать их. Отличный совет, не поспоришь, но хотя бы расскажите, как это нужно сделать, а то ведь совсем непонятно. Яйцо нюхача, похоже, любит блоки мха. Как по мне, вот так нужно давать подсказки. Вроде бы и не напрямую сказали, но и дали намек, что делать. Головы мобов издают звуки, попробуйте воспроизвести их на нотных блоках. Некоторые виды песка могут показаться подозрительными, используйте свою кисточку, чтобы найти хорошие вещи. Два игрока могут ехать вместе на верблюде. Верблюд умеет прыгать горизонтально. Для бета и превью версии Майнкрафта существуют уникальные подсказки и советы. Когда вы находитесь в бета-версии, вы можете играть только с друзьями, которые также используют бета-версию. Помните, что во время бета-тестирования вы не можете играть на Realms и большинстве серверов. Все, что вы покупаете в бета-версии, остается на вашем аккаунте и не пропадает, даже если вы выйдете из бета-теста. Не забывайте создавать резервные копии своих миров перед загрузкой их в бета-версию. Пожалуйста, регистрируйте все найденные вами ошибки на сайте bugs.mojang.com. У вас есть отличная идея для новой функции? Расскажите нам об этом на сайте feedback.minecraft.net в разделе бета-версии. Благодарим вас за участие в бета-версии. Нужна помощь в выходе из бета-версии? Перейдите на aka.ms/minecraftxip. В настоящее время бета-версия программы доступна только для Windows 10, Xbox One и Android. Помните, что бета-версии не являются окончательным продуктом. Вы можете обнаружить сбои, глюки и другие странные вещи. Не беспокойтесь о сбоях, потому что сбои в бета-версии означают меньше сбоев в будущем. Как вы знаете, существует уникальная версия Майнкрафта для учебных заведений — Minecraft Education Edition. Просто так в нее не поиграть, нужно быть либо учителем, либо учеником, но в ней есть свои уникальные советы. Чтобы сделать снимок крупным планом с помощью камеры, можно удерживать клавишу Shift. В отличие от табличек, грифельные таблички, плакаты и доски можно редактировать снова и снова. С помощью Ctrl-P можно включить функцию преобразования текста в речь для внутриигрового чата. Вы можете экспортировать свой мир Minecraft, чтобы поделиться им с другими. К слову, странно, но такая фишка есть и в обычном Bedrock издании. Чтобы ваши сверстники могли подключаться к вашему миру, приостановите игру и сообщите свой IP-адрес. В целом этот совет создан для учителей. Помните, что для использования команд необходимо включить чит-коды в своем мире. Закончили создавать мир? Чтобы защитить свое творение, пригласите других людей посетить ваш мир в режиме приключения. Чтобы воспользоваться конструктором кода, нажмите C на клавиатуре или коснитесь значка агента в верхней части экрана. Используйте библиотеку, чтобы найти новые игровые миры для строительства. Ищите конкретный биом? Попробуйте обратиться к библиотеке. Да, в этой версии Майнкрафта есть возможность выбора начального биома. Даже больше скажу, для занятий есть особые миры с уже выбранным небольшим чанком биома. Очень удобно. NPC означает неигровой персонаж. Да, в этой версии Майнкрафта есть уникальный NPC-моб. В творческом режиме игроки могут по своему усмотрению строить из любых блоков Майнкрафта. Ваш робот-помощник в создании кода называется агент. Redstone можно использовать в Майнкрафт для создания схем и простых машин. Вы можете копировать и вставлять текст из текстового редактора на грифельную табличку, плакат или доску. В меню настройки в разделе управления можно включить или выключить подсказки клавиатуры и мыши. В творческом режиме быстро нажмите на прыжок дважды, чтобы взлететь. При создании мира выберите режим игры по умолчанию, чтобы задать желаемый тип игрового процесса. Используйте команду setWorldSpawn, чтобы новые игроки начинали игру с того места, где вы стоите. При использовании мира выберите разрешение игрока, которые должны иметь ваши одноклассники при подключении к вам в игру. Нажмите I на клавиатуре или коснитесь значка Immersive Reader, чтобы прочитать или перевести внутриигровой текст. Были также подсказки и советы, которые появлялись в старых консольных изданиях, но про них не имеет смысла говорить, так как они либо используются сейчас, либо же их просто немного переписали под новый лад. В целом это довольно удобная фишка игры. Новичкам особенно поможет в начале пути. Конечно, есть советы, которые путают неподготовленного игрока, но я так подумал, а что если разработчики так и задумывали? Все может быть. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также жмите на колокольчик, не пропустите выход новых роликов. Советую также посмотреть вот эти видео, они тоже интересные. Еще услышимся!